Когда-то давным-давно произошла такая история. Мне рассказала моя бабушка. Произошло это с ней в 40-е годы прошлого века, когда над миром нависла страшная угроза, и Святую Русь хотели поставить на колени. Немцы пришли в их деревню рано утром и начали там царствовать. Начали погром хозяйства, уводить скот со двора, публичной казни партизан. И вот настал тот день, когда по одному доносу согнали всех жителей деревни в сарай и подожгли. Бабушка хоть и была маленькой, но крики эти помнят до сих пор. Взрослые пытались сломать хотя бы дощечку, чтобы кто-нибудь смог бежать. И вот сломали такой маленький проем, и несколько детей вылезли наружу. Среди них и была моя бабушка. Вдруг фашисты увидели и начали стрелять в детей. И она, не помня себя, начала бежать. Бежать! Вспоминает, что, наверное, бежала несколько дней, пока не упала без чувств. Очнулась среди ночи. Она встала и подошла от дерева к дереву. И тут она увидела маленький огонек и пошла к нему. Приближаясь, она услышала не русскую речь, а ту, что слышала в деревне. Но сил идти уже не было. Было страшно холодно. И вся неизможденная направилась к ним. Подошла к дереву и, страшно боясь немцев, взглянула на костер. А потом увидела, это были не человеки. На их лицах были волчьи морды с клыками, и они что-то ели, напоминающее человеческие руки. Страх сковал настолько, что не могла даже сдвинуться с места. Она упала на землю и начала отползать от этого места. Но, видимо, один из этих чудовищ все-таки услышал и стал прыгать в сторону бабушки. Она повернулась на спину и видела, как чудовище сейчас прыгнет на нее. А потом появилась из ниоткуда большая птица и налетела на волка. Где-то в воздухе они бились, и тут прилетели еще огромные птицы. Тогда уже чудовища отступили и бежали прочь. Птицы подлетели к бабушке, укрыли своими крыльями, и она сразу уснула. Помнит только, что сказала: «Они больше туда не вернутся». Проснулась от холода, но тогда она еще этого не понимала. Но на том месте были останки костра и кости рук. Бабушка пошла сама, не понимая куда. Шла и набрела на какую-то деревушку. В этой деревушке ее и приютил дед с бабкой. Так она и жила там до окончания войны. Повзрослев, она начала наводить справки в этом лесу, какие были партизаны. Но оказалось, что партизан здесь не было. Этот лес был на стороне немцев. Но как же так? Она помнит, что русские партизаны спасли ее от чудовищных немцев. Или все же это были оборотни? Когда под покровом ночи зло нападает на добро, а добро пытается побороться со злом, а почему они тогда спасли ее?